Сегодняшняя история связана с конкретным человеком и большим домом. Мы войдем в огромный и на первый взгляд безопасный дом Винчестеров, имеющий множество комнат и лестниц, которые таят в себе память ушедших лет и того, что происходило в стенах этого дома. Прежде чем говорить о самом доме, немного расскажу о том, кто же такие Винчестеры, из кого взял свое начало дом, о котором пойдет речь. Сара Винчестер родилась в 1840 году, была достаточно эрудированным человеком и разговаривала на 4 языках, училась в самых лучших и престижных школах того времени. Родилась в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, у родителей из высшего сословия. Отец, Леонард Парди, был преуспевающим каретным фабрикантом, а мать пользовалась популярностью в высших эшелонах Нью-Хейвенского общества. Всего детей было 7, и благодаря родителям каждый из них получил качественное образование, а Сара, благодаря своим умственным способностям, отправилась в колледж для молодых леди. В то время это считалось очень престижным. Одним словом, статус Сары был высок, и она располагала тем, что имела полное право претендовать на жениха, который будет не хуже ее самой. Родители Сары были знакомы со многими богатыми семьями, и к тому времени, когда появилась необходимость выходить замуж, Сару познакомили с Уильямом Вирт Винчестером. Уильям был единственным сыном Оливера Винчестера, который в свою очередь был производителем огнестрельного оружия. И, конечно, наследником данной компании был Уильям. К слову, компания была известной как одна из первопроходцев в области производства огнестрельного оружия с возможностью стрельбы несколькими патронами без перезарядки. Продажи были огромными, а значит, капитал Винчестеров рос в геометрической прогрессии. Да настолько, что они накопили целое состояние. В 1862 году произошла долгожданная свадьба влюбленных. За время брака Уильям работал казначеем в семейной компании вместе со своим отцом. В 1866 году Сара родила Уильяму дочь, которая, к сожалению, прожила всего 40 дней и скончалась от редкой болезни, при которой организм не усваивает белки, и ребенок страдал недоеданием. Сара ужасно перенесла смерть своей дочери и сильно переживала за финансовое состояние семьи. В 1880 году отец Уильяма Оливер умер, оставив компанию в руках своего наследника. Но правление было недолгим, и спустя 1 год Уильям внезапно заболел и умер от туберкулеза, оставив наследство Саре. Таким образом, спустя череду смертей, Сара пришла к тому, что в ее руки свалилось целое состояние, а именно 20 миллионов долларов. Это считалось примерно как 500 миллионов долларов в настоящее время. Также 50% акций оружейной компании. Сама Сара не провела ни одного дня в бизнесе, но ее ежедневный доход составлял $1000. Взамен за 3 жизни ей было даровано состояние, которое способно удержать на плаву целый город. И оставался единственный вопрос: что делать с этим добром? Получившая богатство Сара думала о том, как использовать денежные средства, которые были дарованы ей по воле судьбы. Самостоятельно решить этот вопрос не получалось. Тогда она обратилась к медиуму, который даст ей ответ на ее вопрос. Медиум сообщил следующее. Сара имеет отношение к тому, что люди страдали из-за того самого оружия. Те, кто стоял у руля компании, были свергнуты. Теперь Сара будет расплачиваться за это богатство на костях. И ей будут сниться кошмары с умершими людьми до тех пор, пока она не успокоит беспокойные души. Решение медиума было такое. Необходимо переехать на запад и построить дом для заблудших душ. Тогда души обещали вечную жизнь Саре. После того, что произошло в жизни Сары, она была сильно доверчива и не решалась оставить слова медиума без действия. И она сделала так, как ей было сказано. Уехала далеко в запад, в Сан-Хосе, штат Калифорния. В 1884 году Сара Винчестер приобретает недостроенный фермерский дом в долине Санта-Клара.
По логике вещей она должна была нанять архитектора, который грамотно разложит, напишет и начертит, как и что будет выглядеть. Но Сара решила нанять бригаду рабочих, которым приказала строить дом прямо на ферме. И таким образом, каким она сочтет нужным. Итог был таким, что дом напоминал особняк в 7 этажей. Даже несмотря на то, что над домом трудилась целая команда, построить дом быстро точно не удалось. Параллельно Сара приглашала в дом людей с экстрасенсорными способностями, которые проводили обряды, ритуалы и давали советы ей, какие новшества нужно ввести в дом, чтобы успокоить души. Хозяйка дома хотела запутать призраков, чтобы они не нашли путь к ней, и добавила некие корректировки в свой дом. А именно лестницы, которые резко обрывались, или окна, которые открывались во внутренние комнаты. Дверные проемы, которые возвышались на несколько этажей, и коридоры, которые вели в никуда, а просто возвращали на исходное место. Еще стоит упомянуть, что в доме насчитывается около 160 комнат, 13 ванных, 6 кухонь, 40 лестниц. В комнатах 2000 дверей, 450 дверных проемов, около 10 тысяч окон, 47 каминов и 1 душ. В конечном итоге дом был идеализирован. Было все самое дорогое – освещение, отопление, все было доведено до тотального идеала. Многие из работников дома рассказывали о том, что часто пугали их внезапные появления хозяйки. Она бесшумно ходила по дому, появлялась из только ей известных замаскированных дверей. Иногда слуги буквально врезались в хозяйку, проходя по коридору и вдруг натыкаясь на неожиданно появившуюся буквально из стены миссис Винчестер. Никто не знал точно и не знает до сих пор всех дверок, слуховых окошек и глазков, установленных по всему дому. Из-за того, что Сара часто пользовалась тайными ходами и секретными дверцами, среди слуг ходили слухи, будто мадам обладает способностью проходить сквозь стены и видеть сквозь них. Разумеется, существует множество рассказов людей, служивших и служащих ныне в доме Винчестеров, о встречах с призраками и о разных проявлениях присутствия потусторонних существ в доме. И сегодня у каждого служащего дома музея Винчестеров непременно есть своя история, от которой становится не по себе. К слову говоря, Сара Винчестер стала известной не только женщиной, которая построила такой особняк. Также спустя 5 лет после начала строительства она решает купить участок земли площадью в 140 акров в Калифорнии для своей сестры и зятя. Также Сара содержала плавучий дом в Сан-Франциско в последние годы жизни. Все это делалось для поддержания ее статуса богатой женщины. Что касается же самого дома, в 1904 году в Сан-Хосе произошло землетрясение, и таинственный дом Винчестеров понес огромный ущерб. И лишь благодаря весу самого дома он не был разрушен целиком и полностью, а лишь 3 верхних этажа были снесены. И сейчас в нем всего 4 этажа. Особняк находился в процессе непрекращающегося строительства 38 лет. У Сары было около 20 слуг и целых 18 садовников, а также постоянная строительная бригада, работающая на территории особняка. Каждое утро Сара встречалась с мастером, чтобы обсудить постоянно меняющиеся планы строительства. И говорят, что каждую ночь она посещала специальную комнату, чтобы пообщаться с кем-то, не имеющим физической оболочки, насчет дальнейшего дизайна дома. Сара всегда настаивала на всем том, что связано с чертовой дюжиной. В особняке много окон из 13 секций, потолков из 13 панелей и лестниц с таким же количеством ступенек. Даже в завещании Сары было 13 разделов, и она подписала весь документ 13 раз. Сара – это тот человек, который сделал свое имя благодаря собственной одержимости загробной жизнью. Всю свою жизнь ей приходилось мириться со слухами вокруг. Кто-то ее обсуждал, кто-то одобрял ее. Но она самостоятельно и публично не заявляла о том, что дом строился для умерших заблудших душ. В 1922 году она спокойно скончалась во сне. Ее дом перешел в руки секретаря и племянницы, которые продали его на аукционе. Сегодня он остается известной туристической достопримечательностью в Сан-Хосе, привлекая всеобщее внимание своими странными коридорами, дверями и окнами. Тот, кто посещает особняк Винчестеров, говорит о том, что чувствует присутствие духов, будто кто-то смотрит на них. К слову, паранормальные расследования не дали точных подтверждений о присутствии духов. В народе также говорят, что сама Сара Винчестер стала тем самым духом, которая теперь сама обитает в своем доме.
Дом стал местом для посещений туристических групп. Таким образом, группы людей, которые побывали в этом доме, жаловались на недомогание и головную боль. Также измененное состояние сознания. У некоторых из них развивалась клаустрофобия. В целом, каждый из тех, кто посетил дом, говорит о том, что само сооружение давит на психику и не внушает спокойствия, пока ты находишься в нем. Тем не менее, количество желающих собственными глазами увидеть необычную постройку не уменьшается. Часть средств, полученных от экскурсий и продажи сувениров, идут на восстановление комнат и элементов интерьера, которые с течением времени ветшают и приходят в негодность. А поскольку площадь дома и количество комнат просто огромно, то можно предположить, что процесс реставрации может быть бесконечным. В этом доме многие люди после ухода Сары чувствовали различные проявления призраков. Кто-то ощущал холодный ветерок, кто-то прикосновение, кто-то дыхание, кто-то краем глаза уловил легкое движение в воздухе. Был один случай одного молодого человека, который, проработав гидом в доме несколько лет, уволился и перед отъездом решил попрощаться с домом. Он вошел в пустую комнату и вслух поблагодарил миссис Сару Винчестер за удивительный дом, который стал первым местом работы для молодого человека. В ответ он почувствовал на своей щеке нежный поцелуй. Такой вот романтический конец. Однозначный вывод дать тяжело, но можно оставить пищу для размышления. Личность Сары Винчестер очень удивительная, и назвать ее больной было бы неверным решением. Это тот случай, когда 50 на 50. Возможно, и правда души нашли успокоение в этом доме, и вся эта история является достоверной. А возможно, горе, которое произошло еще в раннем возрасте у Сары, повлияло на ее сознание и дальнейшую жизнь. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.